Всем привет, добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Для тех, кто еще не подписался, подписывайтесь. На моем канале много чего интересного. Также для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp либо в Instagram. Личный расклад у меня стоит 4500 рублей. Для кого дорого, ожидайте скидок. Пока на сегодняшний день скидки не планируются. Также кто помогает мне развивать этот канал, также для тех, кто отправляет мне денежку на донат, всех благодарю, а также кто хочет отблагодарить меня за мой труд, пожалуйста, оставлю свою ссылку. На сегодняшний день понимаем, что с Россией у нас доходов нет абсолютно, но дай бог, что все наладится. Также напоминаю тем, кто не может справиться самостоятельно с зависимостью, у кого там мозги кипят и не знают, что делать, и как выйти из этой ситуации, даже кто в отношениях вышел из этих отношений. Помогу, обращайтесь, помогу вам выйти из такой жизненной ситуации. Первое, что страдает, это здоровье и финансы. Так что, кому надо, тот обратится. Кто хочет наладить свою жизнь, тот придет. Ой, победитель к нам пришел ваш. Либо вы его победили, либо победитель ваш. Так, сегодня предлагаю тему такую, которую многие любят, разговор с его душой. Загадайте своего мужчину и поехали. Кстати, обращаясь к хейтерам, если вам заняться нечем, лучше идите работайте. А то вот этот негатив, не знаю, какой вы кайф ловите от этого. Люди разные. Кому не нравятся мои расклады, пожалуйста, можете переходить к другим тарологам, в этом проблем нет. Так, давайте разговор с его душой. Подумайте об этом мужчине. Кто к нам пришел? Что за красавец к нам пришел? Так, кто же к нам пришел? Мудак ваш пришел, с которым вы здесь расправились. Кто с ним развелся? У кого там судебные разбирательства? Кто здесь вынес ему приговор? Вы посмотрите, как вы на него настроены. Это шакал, только пусть к вам подойдет. Здесь я вам скажу, конкретно пришел тот мужчина, который не признает, понимаете, правды, у него своя правда. Здесь пришел эгоистичная скотина, как говорю, Почему? Потому что, извините, говорю как есть. На сегодняшний день вы его насквозь видите, этого человека, Он вас, кстати, побаивается, очень вас боится. Причем, не знаю, если, предположим, между вами нет госучреждения. Вы, кстати, могли с этим человеком даже и работать вместе. Может быть, вы его начальница, которая могла уволить этого товарища. Но я скажу так, что на сегодняшний день вас объединяет, у вас какой-то был серьезный конфликт. Но этот скотина, он, знаете как, живет для себя, вот такой вот безответственный, все думает о себе. Ну-ка, кто-то еще наш красавец. Это тот мужчина, который конфликтует с женщинами, он превращается в бабу. Это завистливый человек, женщин, наверное, недолюбливает, или как бы, еще скажу, этому мужчине не нравится на сегодняшний день ваша позиция. Здесь женщина, почему-то вы перестали этому мужчине тут дарить эмоции, весь акцент на себе, вся такая красивая. А где ж моя, которая здесь меня любила, умирала? Все, дорогой мой, твоей нету. Твоя превратилась вон в кого? В девятку пентаклей. И его эта ситуация очень сильно бесит. Мужчина здесь будет конфликтовать, бороться с женщиной, он как баба. Понимаете, когда вот, если там женщина, не дай бог, акцент на себя перевела, все, вы его соперник. Понимаете, ревность какая-то к вам, борьба у вас какая-то. Так, и на этой колоде посмотрим. Кто же ты еще такой? О, кстати, этот мужчина может здесь применять даже силу физическую. Скажу так, кто это такой? Это ваш разрушитель пришел. Скажу так, у вас с ним союз здесь уже все, в тартарарым полетел. Причем скажу так, не исключая того, человек здесь, это понятное дело, эгоистичный, Помимо этого, он ребенок инфантильный. Помимо этого, здесь мужчина в первую очередь, он такой вот яркий, импозантный, любит все внимание к себе, чтобы все у него было. Мужчинка пришел тот, возможно, что который над вами имел власть, который мог вас подавлять физически, бить вас, морально вас как-то подавлять. Помимо этого, вы понимаете, вы женщина так, которая полностью ему отдавались, вот, которая любила, боготворила, тут, не знаю, пятки целовала. Искренняя была любовь. Но пришел тот мужчина, который на сегодняшний день на вас обиделся. Обиженный товарищ пришел, как мамсик, пожалуйста, я на тебя обиделся, не подходи ко мне, дурочка. Вот понимаете, хотя он мог все исправить, но нет. Он приложил все усилия для того, чтобы ваши эти отношения разрушились. Понимаете, чтобы вас оставить виноватой. Здесь он обиделся, виноваты вы. Это вы не сумели спасти этот союз. Это вы несете ответственность. Это ты на меня давила. Это ты. Во всем виноваты вы.
Узнали своего товарища? Ну, давайте будем смотреть теперь. Так, давайте, подождите, соберу эти карты. Если характеристика подошла, будем смотреть, что ж он вам там, его душа хочет вам рассказать. Ну, давай, дорогой мой, что хочет твоя душа? О чем поговорить с этой женщиной? В чем ты хочешь ей признаться? Давай, мы тебя слушаем. Говори, что ты хочешь этой женщине сказать. Я понимаю то, что ты на меня сильно обиделась. Я понимаю, что между нами расстояние, что ты полностью от меня закрыта, но при этом открыта другому миру. Кто здесь, он понимает о том, то, что ты приняла эту ситуацию, ты начинаешь новый путь, но после чего, я знаю, что я с тобой поступил как-то не очень красиво, затянув тебя в треугольник в любовный, да, тем самым, но мне так хотелось, я не думал тогда о тебе. Кстати, если вы супруга, он говорит о том, что появилась у него тайная женщина, да, которая повлияла на его выбор. И он понимает то, что выбор я сделал не в пользу тебя. Я выбрал новый путь. Я от тебя много чего скрывал. Я вел себя как ребенок. Но мне этого хотелось. Ты же знаешь, что я безответственный. Я вечно молодой, я вечный, красивый, харизматичный. Но я одиночка. Я одиночка. Что ты хочешь передать еще этой женщине? Я осознал то, что после того, как я ушел, либо ты меня, да, отправила после нашего какого-то серьезного здесь конфликта, разрыва, я понял, что я стал одинок. Я это понял. Что ты еще хочешь сказать? Вот теперь я осознаю, что ты от меня закрылась, да, что ты все-таки поборола, наверное, в себе эту созависимость, да, от этих отношений. Но что самое интересное, теперь я стал созависим. Я теперь понимаю то, что между нами наступил тупик, но я же дьявол, да, я понимаю. Но вот теперь у меня какая-то тяга к тебе, вот есть у меня такое. Я понимаю теперь, что ты моя зависимость. Тем самым, да, чем ты дальше от меня, вот как-то ты меня не хочешь не видеть, не слышать, ты мне не доверяешь абсолютно. Ты меня побаиваешься здесь. Что ты еще хочешь передать этой женщине? Я знаю, что я все сделал, все сам. Я понимаю то, что, но я был уверен в тебе, да, то, что, несмотря на то, что я тебе сделал больно, я понимаю, да, что я убил, возможно, твою любовь, то, что я позволял вмешиваться в наши отношения третьим лицам здесь, да, я довел тебя до такого состояния, что ты теперь меня не видеть не хочешь, не знать не хочешь, ты на меня с ножом здесь стоишь, с мечом насторожилась, да, ты меня никак не признаешь, ты почему-то за меня не держишься. Но я почему-то думал, то, что все-таки, ну, с тобой уже можно, ты же та женщина, которая любила меня. Да, я понимаю это, но все-таки почему-то ты меня не хочешь держать. Мне-то нужна стабильность, я-то мужчина стабильный, и тем самым ты мне тоже причинила боль, что ты меня отвергла, ты мне не даешь ни любви, понимаешь, как-то ты меня вообще любишь, нет, я вот вижу, что ты меня как-то к себе не подпускаешь, контроля я не вижу, не чувствую над тобой, соответственно, да, я сейчас ничего не делаю в твой адрес, вообще ничего, потому что я тебя побаиваюсь. Что ты еще хочешь передать этой женщине? Ты знаешь, я тебе скажу так, мои какие-то мысли, да, я вот, бывает такое, может, когда выпью, я тебе вспоминаю, да, но все-таки вот какие-то мои мечты, они не реализовались. Я почему-то был уверен, то, что я дальше смогу играть, делать то, что хочу, как-то держать, хотя бы на минимальном уровне, да, хотя бы общение хоть какое-то. Я не ожидал, что ситуация выйдет из-под контроля, да, и здесь рухнет все, и все мои игры, все рухнет, и что мне придется уходить в будущее. Вот это я вот вообще не подрасчитал здесь. Я вот думал, то, что там усижу, все будет так, хотя сам разрушал, но я почему-то думал, то, что ты хоть, может, за меня держаться будешь. Что ты еще хочешь передать этой женщине? Ты знаешь, я тебе скажу, конечно, я считаю, что ты со мной поступила несправедливо. Я тебя вижу как своего родного человека, может, члена семьи, может, вы жена его, да? Та женщина, которая любила меня, тем самым ты повышала мне самооценку, да, ты меня поддерживала. Я себя чувствовала чуть ли не принцем рядом с тобой, да? Тут у меня самооценка зашкаливала, что вот ты у меня есть, а у меня и бабы, и все, я вот прям кружился в этом. Но на сегодняшний день я зол на тебя. Почему? Потому что после этого конфликта, может, мы с тобой разошлись, развелись здесь, да? Но вот прекратился вот этот праздник, меня это очень сильно злит. Очень сильно. А почему ты на эту женщину злишься? Почему? Потому что
Ну все, ты меня вычислила, ты меня больше не подпитываешь, мне приходится идти в новое, ты мне не даешь возможности с тобой помириться, ты не хочешь меня видеть, ты меня насквозь видишь, ты видишь во мне все эти блядские черты, что ты поняла, кто я на самом деле, что я на самом деле просто тот человек, который рассказывает сказки, несерьезные, просто обещает, помимо этого, что ты меня вычислила, что я просто герой-любовник, но на деле-то я просто мыльный пузырь, да, помимо этого, что ты видишь, что со мной нет никакого будущего. Ты от меня отходишь, меня к себе близко не подпускаешь. Да. Душа, что ты еще хочешь передать этой женщине? Что ты еще хочешь передать этой женщине? Ты знаешь, я тебе что скажу, да? Я к тебе сейчас не подхожу, потому что я боюсь еще наделать ошибок. Но и ты меня сторонишься, да? Почему? Потому что я знаю, что ты женщина та, которая, да, тебя интересует материальный мир, что ты хорошая мать, хозяйка и вообще прекрасная женщина, да? Но я думаю, то, что ты просто во мне разочаровалась, тем самым я тебе причинил боль. На сегодняшний день ты не слышишь меня и слышать не хочешь. Я понимаю то, что тем самым, ну, я просто разочаровался. Я-то думал, то, что ты у меня будешь такая, которая там сидит, где-то там ждет меня. Но, как оказалось, недооценил я тебя. Сейчас ты для меня ценность, ты мне хороший преподнесла здесь урок. Я вот причинил тебе боль, ну и себе боль причинил, да? Ты мне тоже хороший преподнесла урок теперь. Да, хочу я того или нет, но ты тот шанс, который упустил я. Это же надо было так, не доглядеть. Как же так? А я же был уверен в том, что я поступаю правильно. Помимо этого, ну-ка скажи, что ты еще хотел бы добавить этой женщине? Ну, ты знаешь, конечно, я ожидал от тебя одного. То, что я вот такой вот принц буду, да, красавец, сидеть. Ждать твоего приезда, прихода, что ты меня будешь умолять, вот то, что я разрушу все, да, ты будешь мучиться, писать мне. Но почему-то ты не пишешь и не мучаешься. А мучаюсь я теперь. То, что натворил-то делов я сам, а ты как-то что-то виду не подаешь здесь. Ну-ка, душа, скажи, что ты думаешь об этой женщине, которая тебя смотрит? Что ты о ней думаешь? Ну, то, что ты отстранилась, то, что ты сейчас думаешь о себе, о своих благах, то, что ты уже приняла конкретное для себя решение, да? Что ты выбрала тяжелый духовный путь, да? То, что ты на самом-то деле очень такой глубокий человек. Помимо этого, в тебе есть все равно детская наивность, ты очень добрая, но помимо этого, да, как оказалось, ты тоже любишь себя. И ты знаешь, как-то ты со мной как-то расправилась здесь, не жалея меня вообще. Помимо этого, я тебе скажу, но я правда о тебе думаю, знаешь, только тогда, когда я где-то, вот знаешь, как вот нахожусь подальше от общества. Я все-таки думаю, то, что ты, наверное, я тебе не интересен, я без тебя, кстати, одинок, вот тоже какое-то одиночество. Но вот мое эго тоже. Знаешь, вот я вот осуждаю тебя за то, что ты сейчас на меня не обращаешь внимания. Как так? На меня ты не обращаешь внимания, ты чё, блин? Что ты хочешь еще передать этой женщине сказать? Я мужик, я люблю себя. Что ж ты? Ты знаешь, что я тебе скажу? Ох, у меня очень высокая самооценка о себе, как я себя люблю, да. Ну, ты от меня на расстоянии ушла, да, делов я тебе наделал, скажу так. Не щадил тебя, причем я хотел все-таки, чтобы было так. Я даже тебя оставил в какой-то, знаешь, может быть, без денег, в какой-то жопке мира тебя оставил, в очень сложной позиции, да. Но я был тогда уверен, то, что я звезда, и будет только так, как я хочу. Но, как оказалось, не недооценил я тебя. Почему? Потому что высшие силы начали меня наказывать здесь. Я чего-то постоянно доказываю кому-то здесь, с кем-то борюсь. Здесь вот, какая-то бездуховность, тяжесть какая-то, вечность какая-то. Вот нехватка у меня какая-то после тебя. Вот скажу так, я был уверен в том, что именно это у тебя будет. Я причинил тебе это, я знаю, но я был уверен в том, что я поступаю правильно. Что ты еще, душа, хочешь сказать этой женщине? Ты моя императрица. Ты знаешь, что я тебе скажу? Все-таки меня это очень сильно злит, да, то, что... Ну, теперь мне тяжело.
Вот как так я сделал, что вот, блин, вот ты же меня любила. А сейчас я сам же из такой хорошей, которая делала для меня все и тащила все на себе, да. И как же так я сам ее от себя отвернул? Как же так я сам отказался от этой легкости? Ты знаешь, я тебе скажу, мне не хватает твоего позитива, мне не хватает тебя полностью. Я осознал, что ты та женщина, моя единственная женщина. Но еще я тебе скажу, у меня есть другая женщина, которая сдерживает, чтобы он какие-то препятствия ставит. Но вообще я тебе скажу, я на тебя очень сильно зол. Очень сильно зол. Мы сегодня, как знаешь, друг друга зеркалим. Ты на меня с мечом, и я на тебя. Ты меня к себе не подпускаешь, и я здесь на страже своих интересов стою. А что ты на эту женщину-то злишься, король мечей? Чего злишься у тебя на эту женщину? Потому что, вот видишь как, ты под мои манипуляции не идешь. Вот раньше же работала, а сейчас вот не происходит так, как я хочу. Ты что, я же маг. Я умею делать все, подстраивать все так, как мне выгодно. А тут на тебе, посмотри-ка, упорхнула птичка. Почему ты еще злишься на нее? Ну, потому что нет возможности с ней как-то пообщаться, знаешь, как опять играть в этих отношениях. Не дает она мне вот обратной связи. Вот это меня очень сильно злит, что здесь я никто и звать меня никак. Ой, душа, душа, душа. Что тебя еще злит? Ну-ка скажи, что злит тебя еще? Ох, меня очень сильно злит. Меня злит то, что обстоятельства поменялись, понимаешь? Меня злит то, что я лишился своей стабильности, где я мог делать все, что я хочу. Причем, понимаешь, у меня вот эти переживания эмоциональные. Я вот, знаешь, как... Меня бесит то, что не работает. Как вот сценарий по-прежнему. Почему я не могу ее затащить в прежний сценарий? Она моя стабильность, но я ее потерял. Я вот как вот без нее, как бездуховная скотина, брожу там, и никому не нужный. А мне нужно вот вернуть это, над ней власть. Что тебя еще душа злит в отношении ее? Что злит? Ты посмотри-ка, она сейчас стала какая-то непонятная для меня, что-то от меня много чего скрывает. Помимо этого, я не знаю, какие у нее мысли. Вот она приняла эту ситуацию и скрылась. Помимо этого, я тебе скажу, она сейчас такая стала крутая. Я вот на нее смотрю, я охереваю. И меня это опять злит. Но я же пускаю про нее слухи. Да? Что ты еще злишься на нее? Шансов не дает. Не дает, понимаешь? Вот не работает прежняя схема. Все, конец, финиш здесь. Меня это бесит, то, что не шансов. Вот бороться он уже устал. Понимаешь? Тем самым мне больно, мне больно. Я сам вот попал в какой-то капкан. Что еще, почему еще злишься? Опять манипуляции не работают. Хотел, вот знаешь, вот хотел замутить здесь делов своих, да, так как я привык. Приехал, чтобы все было, она была у меня в подчинении, чтобы, знаешь, как вообще, только сказала, все, молчит, чтобы... Вот видишь, как я тебе скажу, она меня не послушала, я потерял над ней власть. Вот так вот, я не могу сейчас к ней приехать, ограничения есть, тем самым, да, потерял вот образ мужчины в ее глазах. Я остался, знаешь, со своими страхами, с разочарованностью, что не получилось, да, самоутвердиться. Она как будто вот взяла мою победу нагло, да, и забрала, присвоила себе. Вот теперь я остался, знаешь, вот как неудачник. Ну, конечно, я пытаюсь держаться, да, там, не показывать, естественно, ты мой характер знаешь, да, но внутри вот у меня какие-то страхи, психологические какие-то накрутки, вот неуверенность в себе. Она меня как мужика размазала. Она вообще во мне не видит никакой мужской черты. Блин, а за что я боролся? Так и ничего не выиграл. Ну-ка, недоимператор, ты что еще? Еще что ты женщине скажешь? Ты знаешь, я знаю, что вот своим уходом, да, мне помогли здесь и третьи лица, помимо этого мое эго. Я почему-то был уверен в том, что здесь будет так, как я хочу. Понимаешь, я же яркий мужчина, я же амбициозный мужчина, харизматичный, я лучше знаю. Но я тебе, знаешь, что скажу? Ты, конечно, меня размазала. И душа моя убита. Знаешь, я тебе скажу, копал могилу тебе, но попал в нее сам. Да. Вот на сегодня был у нас такой разговор с его душой. Пришел, говорю, не святой человек, да. Пришел здесь мудак, который над вами издевался. Не знаю, здесь мужчина очень такой жестокий, холодный, расчетливый. Помимо этого, скажу так, за свою цель отдаст все, всех, пойдет по головам. Мужчина здесь не брезгует ничем, лишь бы ему было хорошо.
Соответственно, если вы там хотели посмотреть на своего благородного мужчину, либо это он, но хорошо надевает на себе маску, либо это тот мудак, которого вы знаете, которого выкинули вы из своей жизни, и слава богу. Таких людей, как он, держать не надо. Вот такой у нас был сегодня расклад. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю успехов, счастья, благополучия, здоровья. Жду вас на личные консультации. До скорой встречи.